Здравствуйте, друзья! Вот какое я сегодня для вас украшение приготовила. Нежное сочетание цветов сиреневого и такой цвет фуксия. Ну и черные беконусы и вот эти вот каплевидные бусины очень хорошо оттеняют и подчеркивают сиреневость вот этих вот бусинок. Очень хорошо, уютно это украшение на шее. И смотрится действительно празднично и нарядно. Я хотела сделать украшение, чтобы оно было полегче в работе, но, к сожалению, в таком варианте легко не получилось. Так что это украшение не для новичков, а для тех, кто имеет, хотя бы небольшой опыт в бисероплетении. Но при желании и при внимательности все это делается и в итоге получается. И я вам сейчас покажу, какие я использовала для этого украшения материалы. Беконусы 4 миллиметра. Вот везде беконусы. Здесь можно сделать вот так, как я, с беконусами, а можно просто прикрепить цепочку. Вот такие вот бусинки. 6 на 8 миллиметров. Смотрите, сами по себе эти бусинки как будто бы такие не очень яркие, но в сочетании с черным и вот таким вот темным фиолетовым цветом они становятся как будто бы намного ярче. Бусинки 6 на 8 миллиметров. Вот такие вот кристаллы 3 на 4 миллиметра. И вот такой вот сиреневый бисер чешский 10 размера, и номер этого бисера 08228. Бисера пошло совсем немного, не знаю, может быть 1 грамм даже. Ну и еще нужны будут капельки. Вот у меня черные капельки, размер их чуть больше сантиметра, тут не играет большого значения. Если у вас другие капельки, можно поставить другие. Плела я на леске 0,2. Итак, давайте я покажу, как сплести такое украшение. Сплету я вам вот такой небольшой кусочек, чтобы показать, как это делается. В принципе, все повторяется. Украшение это плетется в 2 этапа. И каждый раз нужно брать длину нити где-то 1,20 м. 1,20 м. Я делала так как я делала здесь цепочку из беконусов, вы можете начинать украшение плести сразу отсюда, а здесь потом присоединить цепочку. Сразу можно не закрывать, потому что придется еще сюда присоединять вторую нить. Ну и дальше делаем цепочку из беконусов и бисера. Хотя можно делать и из кристаллов и бисера. Или можно какую-нибудь цепочку просто из бисера. Тут уже на ваше усмотрение. Через одну. Бисер, беконус, бисер, беконус. Вот делаем такую цепочку. А дальше мы набираем бисер, кристалл, бисер. И каждый раз после того, как мы наберем набор с большим кристаллом, мы набираем такой набор. Бисерина, беконус, бисерина, кристалл, бисерина, беконус и еще раз бисерина. Подтягиваем. То есть у нас каждый раз вот после кристалла должно стоять вот так 2 бисерины. И заходим, смотрите. Бисерина, кристалл, еще одна бисерина.
И подтягиваем. И вот что у нас получается. Теперь мы набираем вот так. Биконус, бисерина, биконус. Подтягиваем. И набираем опять. Бисерина, кристалл 6 на 8 и еще одна бисерина. Ну и, как я сказала, после большого кристалла набираем вот такой набор. И заходим опять. Бисерина, кристалл, бисерина. Хорошенечко все подтягиваем. И у нас с вами образуется вот такое вот украшение. То есть у нас между кристаллами стоят биконус, бисерина, биконус. Набираем биконус, бисерина, биконус. А теперь бисерина, кристалл, бисерина. И после большого кристалла набираем опять такой набор. То есть мы набираем, у нас с вами получается 3 набора. Биконус, бисерина, биконус. Бисерина, кристалл, бисерина. И еще раз набор. Бисерина, биконус, бисерина, кристалл, бисерина, биконус, бисерина. И таким набором мы заходим вот так. Я сделала 15 таких наборов. 15. 5 из них заняли наборы с бусинами. И по 5 по сторонам. Ну, можно также сделать или 13. Тут уже на ваше усмотрение, какой длины вы хотите получить вот эту вот дорожку. Ну и после того, как вы сплетете свою дорожку, заканчиваем таким же количеством бисеробиконусов. Ну и здесь я тоже заканчивала так же. Одевала закрепочку. И закрепляла бисерину. И потом я к этой бисерине прикрепляла новую нитку, потому что на плетение вот этой дорожки уходит, ну, около метра нитки. А дальше я новой ниткой иду сюда. И прохожу я, смотрите, прохожу я вот сюда, вот в этот набор из 2 биконусов, который стоит между большими бусинами. Вот. И захожу, смотрите, вот у нас пошла вниз бисерина. Вот вышла ниточка моя, вот она. Я захожу только в одну бисерину, вот в эту. Только в одну бисерину. Вот сюда. Вот так, раз. Вышла.
И набираю я вот так. Бисерина, кристалл, бисерина. Вот в эту вот бисерину. Видите, вот в эту. Это первая бисерина вот этого вот ушка. Захожу в нее. И дальше вот моя ниточка вышла. Я прохожу вот так. Я прохожу вот так вот аж, пока не выйду из вот этой вот бисерины. То есть вот я зашла и прошла вот сюда. И вот у нас что с вами получается, видите? Это тот кусочек, который мы проплетаем вот так вот без бусин вот этих каплевидных. Вот таким вот образом. Прошли мы, вышли из кристалла. Мы проходим вот так вот. Выходим вот в эту вот бисерину, которая пошла вниз. Набираем набор и заходим вот в эту бисерину, вот в эту, вот так вертикально вверх. Подтянули. И теперь мы вот из этой бисерины проходим вот так вот. Можно даже проходить, смотрите, сразу вот так вот, вот таким вот образом. И опять мы заходим вот в эту бисерину, которая уже пошла вниз к следующему нашему ушку. Набираем. Заходим, поворачиваем наше ушко вниз в бисерину, которая вот стоит между биконусами. Вот так. Если делать внимательно, то больших трудностей это не вызывает. Ну, а теперь пришло время нам присоединять наши бусины. Здесь немножко будет отличаться. Смотрите, вот наша ниточка вышла. Мы проходим биконус, бисерина биконус. И не идем дальше, как мы шли через большой кристалл. А идем, смотрите, куда. Мы должны попасть вот в этот вот маленький кристалл. То есть мы идем, смотрите, в ту бисерину, из которой у нас ниточка выходила. Потом по биконусу, который вниз пошел. И проходим мы так, чтобы выйти вот из вот этого вот кристалла. Вот так. Я посерединке сделала чуть длиннее эту капельку. Вставила вот сюда вот такой еще кристалл. А здесь, ну, чуть покороче. Когда я разрабатывала эту модель, то я сделала, вот смотрите, еще и третий вид. То есть, чем он отличается от того, что у меня вот здесь. У нас есть бисерина, которая между биконусом и кристаллом. Еще одна вот эта.
И я поставила вот здесь между каплей и кристаллом еще одну бисерину. Мне так показалось, что оно будет как-то более, ну, не будет сильно выворачивать эту бусину, она будет посвободнее. Хотя, наверное, вот эти бусинки, может быть, даже лучше было бы прикреплять на пинах. Тогда бы они были более такие вот подвижные. Так что, если вы захотите, можно сделать и еще более коротенькие. Но я не стала, мне показалось, что вот здесь видно нитку, и я поставила вот здесь еще по бисерине. И одну бисерину между кристаллом и вот этой вот бусиной. Ну, а дальше я брала так, бисерина, биконус, 2 бисерины, кристалл и еще одна бисеринка. Одеваем капельку, подтягиваем и закрепляем эту капельку. То есть набираем одну бисеринку и заходим вот так. И дальше, смотрите, мы проходим бисерина, кристалл и еще одна бисерина. Вот так. Тут плести уже стало не очень удобно, потому что вот эти вот капельки, они постоянно цепляются. Ну, в принципе, можно справиться. Дальше мы набираем вот такой набор. Бисерина, биконус, бисерина. И проходим вот так вот в кристалл. И получается вот такая вот висюлечка. Дальше мы идем вверх. Бисерина, биконус, бисерина. Проходим 2 биконуса. Опускаемся вот в эту вот бисерину. Берем вот такой набор. И заходим, как мы заходили с вами, вот так вертикально вверх. Проходим вот так. Хорошенечко подтягиваем все. И если мы будем делать следующую капельку, то мы с вами проходим вот сюда, в кристалл. А если мы будем уже плести без кристаллов, то мы проходим дальше вот сюда и делаем так, как я показала в начале. Ну, сейчас я вам покажу, как я делала большой кристалл, присоединяла. То есть я прохожу вот сюда вниз. И в кристальчик маленький. Ну, и здесь я брала вот такой набор. Бисерина, биконус, 2 бисерины, кристалл 6×8, кристалл 3×4, бисерина. Одеваем каплю и прикрепляем ее. И мы с вами проходим, смотрите, через бисерину, кристалл 3×4, кристалл 6×8 и выходим вот из вот этой первой бисерины. Дальше набираем
бисерина, биконус бисерина. И проходим насквозь в наш маленький кристалл. А дальше идем вот так. Ну и если это ваш последний кристалл, то вы делаете так, как мы делали с самого начала. После того, как мы провязали кристалл, мы проходим вот так. Присоединяем большой кристалл, так как я показывала. И если это наша последняя капелька, то мы с вами после присоединения кристалла проходим вот сюда вот дальше. И плетем, как я показала здесь. Если еще одна капля вы будете присоединять, то вы после выхода из биконуса проходите вот сюда. Так, как я показала вот здесь. Ну и после того, как вы присоедините последний кристалл, вам останется просто пройти в конец нашей дорожки и прикрепить вот здесь вот ниточку. Ну и вот такое получается украшение. Если после того, как вы сплетете, немножко будут бусины топорщиться, вот что сделала я. Я положила на гладильную доску и через полотенце прогладила утюгом с паром. И тогда все бусинки становятся на свое место и хорошо держатся. Ну вот, в общем-то, и все. Придумать оказалось гораздо труднее, чем сплести. Я желаю вам, чтобы ваши изделия выходили красивыми, радовали вас, и вы получали удовольствие от своего рукоделия. На этом всего доброго, будьте здоровы, до свидания.